Сегодня имя Энн Шеридан известно в основном знатокам кинематографа, хотя было время, когда рыжеволосую красавицу считали конкуренткой Ланы Тернер и Вероники Лейк, прославленных кинозвезд сороковых. Энн Шеридан – голливудская красавица, карьера которой похожа на комету. Ярко зажглась, всех восхитила и быстро угасла. Актриса мощного драматического дарования. Она вынуждена была играть преимущественно в фильмах легких жанров. Публика не желала видеть ее в другом амплуа. Энн прекрасно играла и отлично пела, но большинство ее талантов так и остались за кадром. Почему же судьба голливудской любимицы сложилась именно так? Клара Лу Шеридан родилась 21 февраля 1915 года в семье автомобильного механика и домохозяйки в техасском городе Дентон. Самая младшая из 5 детей, она выросла в нормальной детской среде. Она сама себя описывала сорванцом, любившим в детстве спортивные игры и атлетику. Она также играла в баскетбольной команде девушек, поступив в колледж в Северной Каролине. Когда она обучалась в колледже, ее старшая сестра отправила ее фото в купальнике на Paramount Pictures, который был инициатором конкурса «Поиск красоты». Там она приглянулась продюсерам, и вскоре ее пригласили в Голливуд, где она выиграла местный конкурс красоты, который позволил ей подписать контракт со студией. Ради карьеры Шеридан даже бросила колледж, и уже в 19 лет состоялся ее кинодебют в 1934 году. Это был фильм «В поисках красоты», а потом в течение следующих 2 лет играла эпизодические роли в проходных фильмах Paramount. Вначале она снималась под вымышленным именем Клара Лу и появилась более чем в 12 фильмах, большинство из которых было предназначено для демонстрации ее красоты. Однако в 1936 году, после 2 лет съемок в эпизодических ролях, она покинула Paramount, поскольку студия не пыталась продвинуть ее карьеру и подписала контракт с Warner Brothers, и в то же время изменила свое имя на Энн Шеридан. Карьера пошла в гору, и вскоре рыжеволосую красавицу начали продвигать на роль секс-символа. Она даже станет одной из самых популярных девушек пин-ап в 40-х, несмотря на тот факт, что в основном ее снимают в таких фильмах, где не раскрывается ее талант. Пин-ап – это изображение красивой, часто полуобнаженной девушки в определенном стиле. В русском языке употребляется для обозначения конкретного стиля американской графики середины XX века. Тем не менее, термин имеет более широкое значение. Это тиражируемый образ секс-символа. Работала Энн Шеридан в Warner Brothers между 1936 и 1948 годами и стала известна как «Умф Герл». «Умф» означает восклицание, выражающее восхищение, а прозвище это она ненавидела. Энн стала одной из самых гламурных женщин в Голливуде. Рекс Харрисон сказал о ней: «Я был поражен ее необычной прямотой и магнетизмом», и отметил, что он любил ее отличительное качество земной красоты, которое никогда не превращается в грубую сексуальность. Ее продвигали как аппетитную девочку, она просто излучала гламур, но никогда серьезно не относилась к этому. Играя в драмах и комедиях, она оказалась умной и красивой, хорошей девушкой с головой на плечах. Ее карьера стала стремительно развиваться. Она получила роль в «Ангелах с грязными лицами» 1938 года с Джеймсом Кэгни и Хэмфридом Богартом. «Додж-Сити» 1939 года с Эролом Флинном и Оливией де Хевиланд. Они ехали ночью 40-го года с Джорджем Рафтом и Хэмфри Богартом. «Кинг Кроу» 42 года с Рональдом Рейганом. Публика обожала эту ослепительно красивую бестию, а Энн ненавидела свое прозвище и амплуа. Она не хотела, чтобы ее воспринимали только как объект вожделения.
Perhaps the smartest thing to do is take the scissors to your... За ширмой обворожительной плохой девочки никто не удосужился разглядеть глубину таланта актрисы. А как только она стала старше, интерес зрителей и студийных боссов угас. Голливуд наводнили новые горячие штучки, юные и свежие, а Энн Шеридан отодвинули в сторону. Ее карьера стала постепенно угасать, и последней крупной ее ролью стала Кэтрин Гейтс в фильме «Солдат в юбке» 1949 года, в котором ее партнером был Кэрри Грант. В 50-х годах она снималась очень мало, она постоянно искала работу. Она стареет, как это было, к сожалению, очевидно в ее последнем фильме «Женщина и охотник» 1957 года. А урожай молодых и свежих актрис всегда был под рукой. Ее услуги были не востребованы. Шеридан переехала в Нью-Йорк и бралась за любую работу, что ей предлагали, будь то театральная сцена или телевидение. Последние ее работы были на телевидении, где она появилась в сериалах «Другой мир» в середине 60-х, а затем в фильме «Пистолеты и юбки». Ей стало плохо во время съемок своего первого сезона, и при обследовании ей диагностировали рак печени и пищевода. Энн была ярой курильщицей в течение многих лет, и Джеймс Кэгни сразу заметил в своей автобиографии, когда узнал о ее болезни, что она не имеет шансов, чтобы выжить. Первый раз она вышла замуж за актера Эдварда Норриса 16 августа 1936 года, но спустя 3 года они развелись. Второй брак тоже был неудачным, с актером MGM Джорджем Брентоном. Поженились они в 1942 году. Брак не устроил обоих, и ровно через год они развелись. Третий раз она вышла замуж опять же за актера Скотта Маккея 5 июня 1966 года. В этом браке она прожила до своей смерти. Несмотря на 3 брака, детей у нее не было. Она умерла от рака печени 21 января 1967 года в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Она была кремирована, и прах, согласно ее воле, ныне хранится в часовне крематория на Голливудском кладбище. На Голливудской аллее славы есть звезда с именем Энн Шеридан.